Всем привет! Сегодня я и мой хомячок Яша расскажем вам о небольшом путешествии в Сербии на Старопланину. Первая наша остановка была в городе Ниш. Это третий по величине город в Сербии. Нам почему-то никто его не рекомендовал как туристический город, но мы все равно через него ехали и решили здесь остановиться на ночь. Вообще, это довольно исторический город. Но чтобы вы понимали, здесь родился Константин Великий, это римский император, в 312 году. Здесь достаточно много различных руин, развалин. Вот, допустим, за мной находится мечеть 16 века. Она называется Бали-Бега. Но сейчас там галерея современного искусства. Но не суть. Мы посмотрели, здесь довольно... хотя здесь не так много музеев. Здесь есть концлагерь и музей-мечеть, которая сделана из черепов военных сербов. И мы как раз хотим посмотреть сегодня эти два места. Мы расскажем вам и покажем их чуть позже. А так, в самом центре города у них классный парк, где можно погулять. Но, наверное, ваша прогулка займет минут 30. Он больше похож на лес. Здесь классный воздух. И прям вот рекомендуем здесь пройтись. Еще есть здесь пешеходная улица центральная, где очень много разных кафешек, шумно, люди сидят, пьют ракию, пивасик, кофеек. Мы вам оставим геолокации ниже, я все распишу. Они прям обязательны к посещению, потому что через них раскрывается Ниш. Мы в Нише зашли в кофейню, которая называется «Трамвай». Она находится на центральной улице туристической. Прикол в том, что это реальный трамвай. Владелец этой кофейни сам смастерил все столики, да, все ручки, все сам сделал, спроектировал. Это очень прикольно, мы рекомендуем сюда зайти. Мы побывали в концлагере Црвена Крст, это Красный Крест, содержательно. Рекомендую к просмотру. Не могу сказать это место туристическим, потому что это довольно тяжелое место. Эмоциональный фон у вас будет как минимум подавлен потом. Но это история, ее надо знать. Там 3 этажа, где вы можете посмотреть, как содержали заключенных, где они жили, их комнаты. И довольно много исторических экскурсов там. Там можно почитать судьбу некоторых пленников. Если вы в Нише, то я рекомендую, наверное, посетить это место. Мы находимся во втором историческом месте города Ниш. Это Чели-Кула. Это исторический памятник, который построили османцы, как показатель того, что не нужно против них воевать, восставать и т.д. и т.п. В общем, они взяли черепа сербов, которые умерли во время этого повстания. Они, кстати, сами себя убили, подорвали. И из этих черепов сделали квадрат, в который они просто зацементировали черепа погибших сербов. Зрелище, конечно, неприятное, но это для сербов символ свободы, потому что они восхищаются этими людьми, что они погибли не в рабстве, а в свободе. Это следующий день нашего путешествия. Мы уже уехали из Ниши и двигаемся в сторону Старопланины. Сегодня мы хотим посетить основную точку Старопланины, это Козий камень. И вот на пути к Козьему камню мы увидели вот этот водопад, он называется Бигар. И это все, что я о нем знаю, и я думаю, это вам будет достаточно. Никакой истории здесь нет, просто любуйтесь его красотами.
Ну что, мы наконец-таки прибыли на начало старта нашего путешествия, нашего хайкинга. Это Козий камень. Обратите внимание, что на карте есть две точки Козьего камня. Вам нужна та, где написано «Старт тропы». Вот именно она. Здесь есть палочки, они вам пригодятся, потому что в одну сторону нужно будет идти где-то примерно 3,5 километра. Трасса не тяжелая, но я думаю, просто будет полезнее и проще идти с палками. Вот, поэтому мы выбираем палочки. Сегодня еще обещают немного дождливую погоду, но ничего, мы вроде как готовы. Let's go! Туда нам! Ну что ж, нам, к сожалению, не удалось показать вам вид с Козьего камня. В горах начался дождь. Мы уже начали свой поход на Козий камень, но решили его прервать, потому что пошел ливень. Немного расстроенные, мы вернулись в город Пирот. Тут было солнышко, и решили уж хоть что-то посмотреть за эту поездку. А сейчас мы находимся в крепости в Пироте. Это их основная достопримечательность тут. Вообще здорово, потому что народу никого. Крепость отреставрирована была в 2018 году, то есть здесь можно безопасно полазать. Есть входы, они открытые в каждую из башен. Там сделаны деревянные ступеньки. Можно залезть и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Довольно все безопасно и интересно. Поэтому мы вам рекомендуем, если вы будете проезжать мимо Пирота, заскочить в крепость. Мне кажется, детям здесь вообще очень интересно будет. Можно полазить по лестничкам, по узким лестничным проемам. Итак, мы заселяемся в домик, который мы арендовали на Airbnb. Я смотрела по удобству расположения домов, чтобы это было близко к Козьему камню, это точка обзорная. Ну и смотрела в стиле таком деревенском, чтобы это было мило, уютно и душевно тепло. И я думаю, в этом плане мы не прогадали. Пойдемте, мы покажем вам расположение домика, как будто бы ты попадаешь в царство хоббитов, не знаю, из сказки «Властелина колец». Ну, в общем, пойдемте, я вам покажу. Вот такие милые ступеньки, которые уже поросли мхом. Погода у нас немножко дождливая, но классно в плане того, что здесь активировалось столько ароматов. Мы живем практически в лесу, и аромат, воздух просто обалденный. Здесь зона барбекю. Можно приготовить шашлык, посидеть, попить кофе утром. Так, что здесь еще? Нам еще тут понравились, назовем это мини-садом. Это милота просто. Суккуленты, посаженные в черепицу. Ну, конечно, это выглядит максимально мимимишно. А как насчет суккулентов в половничках? И, конечно же, обалденный вид, который вы можете увидеть из окон вашего дома. Вы можете выйти понаслаждаться. Тропинка ведет в лес, вы можете погулять. Но расположение дома вообще обалденное. Пойдемте посмотрим, что внутри. Итак, давайте посмотрим, что внутри домика. На входе нас встречает сразу обеденный стол. Просто с обалденным видом на горы. Сейчас идет дождь, и на горах красиво лежит туман. Здесь милые цветочки. Отопление здесь, кстати, современное. В домике всегда тепло, и это плюс. Печка есть, но почему-то нам сказали ею не пользоваться. Домик деревянно-каменный. Внутри все поддержано такой, знаете, в деревенском стиле.
все дощечки разукрашены, тут нарисованы цветочки. Ну, то есть это настолько мило. Милота вообще зашкаливает, если честно. Это кухня-гостиная. Все очень мило. Посмотрите, какие дверцы деревянные, какие занавесочки. Тут ты, если моешь посуду, то у тебя красивый вид на твой сад. Здесь у тебя красивый вид на горы. Тут можно вечером почилить, почитать книжку. Есть телевизор, если кому-то захочется все-таки вернуться в реальную жизнь. Ну, атмосфера максимально уютная и теплая. Повторюсь, в доме тепло. Но, несмотря на мимимишность этого дома, все же у него есть минусы. Это скрипучие полы и кровати. Когда вы переворачиваетесь ночью, то вы сами просыпаетесь от скрипа кровати и будете соседа, который спит рядом с вами. Я думаю, кровать, конечно, можно поменять, и тогда будет дом вообще идеальным. Скрип пола, наверное, это такой не то чтобы минус, это характерная черта такого старого деревенского дома. Мы специально за ним ехали, чтобы прочувствовать вот эту вот деревенскую атмосферу. Дом-то не новый, дом старенький, в этом его прелесть. И еще один минус, что в доме, конечно, много насекомых, то есть много паутины, отсюда паучки, и есть муравьи. Например, у нас на второй день появилась прям уже такая протоптанная дорожка из муравьев. Мы, правда, взяли с собой спрей от насекомых, и, в принципе, он нам помог. Но просто это надо знать, с чем вам придется мириться. Ну что, на следующий день мы поехали на другую обзорную площадку, и наш путь лежал через Козий камень. И мы посмотрели, что весь день будет дождь. Та-да! Солнце, тепло. И мы подумали, а почему бы еще раз не испытать судьбу и не сходить на Козий камень. Это, к слову, о том, что погода очень изменчива. Буквально за час может поменяться прогноз погоды, поэтому смотрите, мониторьте не заранее, а вот прям по факту. Вот так. Мы просто шли по какому-то лесу, по ужасной дороге, которая была разбита, по камням, по полям, ради вот этого просто. Я не знаю, на видео, наверное, это все так не передастся, но это просто, типа, ты думаешь, да ладно, офигенно. Там Болгария. У меня просто нету слов. Глаза прям въедаются в этот вид. Прям вот ты никак его не наешься, этого вида. Хочется и смотреть, и смотреть, и смотреть, и смотреть. Ну что, мои эмоции немножко подутихли. Мы здесь немножко расслабились, посидели. Здесь из классного есть беседки, поэтому берите с собой перекусы, термосик, чаек можно попить с красивым видом. Кто-то жег костры, но вообще это здесь запрещено. Мы находимся здесь одни, это не особо популярное место среди туристов, поэтому будьте готовы, что вы здесь будете наслаждаться видом в гордом одиночестве. Конечно же, это кайфово. Дорога у нас заняла примерно час в одну сторону, это тоже планируйте. Но вообще на контрасте это круто, когда ты чего-то достигаешь, идешь к этому целый час через лужи, через поля, и вот тебе, пожалуйста, открывается красивый вид. Трасса несложная, справятся даже дети, ну прям легкая трасса, вот. Но она стоит того, вид, конечно, классный. Буквально в 30 минутах езды от точки Козий камень находится еще одна достопримечательность, которая называется Славянское гырло. Я так понимаю, это горло, надо посмотреть перевод. Это памятник природы. Как вы видите, здесь каменные глыбы. Я думаю, это вода подточила камни и образовала такую красивую горную породу, горный рельеф. Здесь довольно шумно и прохладно, но место красивое.
Единственное, там есть нюансы по тому, как добраться до него. Мы вам чуть-чуть попозже покажем и расскажем. Да, и шли мы примерно минут 30, наверное, 20 от места парковки. Дорога очень комфортная. Итак, мы на точке Славянское горло. Здесь поосторожнее. В принципе, Google до этой локации ведет нормально машиной. Но потом лучше оставить машину вот здесь на пятачке. И здесь развилка направо и налево. Вот вам туда, левее. Вот видите, там даже есть метка. Там написано, что туда Славянское горло. На машине дальше не едете, там дорога ужасная. Оставляйте здесь и пешочком 25 минут, 20 минут. И все. Google повел нас туда. Типа вы доедете на машине и там чуть-чуть пешком дойдете. Но по факту эта дорога ведет верхом. То есть, может быть, там как-то и можно спуститься, но вы, получается, будете спускаться по скале. И мы этот спуск не нашли. То есть Google обрывается потом и такой, идите куда-то левее. А куда идти, непонятно, тропы там нет. Поэтому идите вот по этой тропке. Ну что, наше путешествие подошло к концу. Получается, что мы были 5 дней в путешествии. И, знаете, каждый раз хочется отдохнуть в путешествии. Получается, что мы так подустали. Каждый день у нас была какая-то движуха, мы куда-то ехали, шли в горы. Конечно же, много времени отнимает дорога в машине просто. Но это приятная усталость. Давайте посмотрим, что мы с вами посетили. Мы с вами посетили город Ниш, мы с вами посетили город Пирот, мы увидели Козий камень, посмотрели на красоту Болгарии, мы увидели водопад Бигар, мы увидели Славянское горло. В общем, впечатлений масса, и основное впечатление – это, конечно, проживание в этом деревенском колоритном домике. Атмосфера классная, погода переменчивая. В мае, говорят, в Сербии, в принципе, погода меняется очень часто. Чтобы вы понимали, за час прогноз погоды менялся кардинально. Поэтому мы откладывали поход на Козий камень постоянно. Хотя не нужно было это делать. То есть нужно было доезжать до этого места, ориентироваться по погоде в моменте и идти, либо не идти. Планировать тут нереально. Поэтому, ребята, надеемся, что это видео вам понравится, что оно вам поможет спланировать ваше путешествие и увидеть красоты Сербии. До новых встреч!